Тамара терпеть не могла своего зятя, деревенский мужлан, который и не слышал о хороших манерах, работал водителем-экспедитором, а по вечерам сидел за своими компьютерными играми. Она сделала все возможное, чтобы уберечь Оленьку от такого мужа, но тот использовал самый банальный, но действенный способ – сделал ее доченьке живот. Тут уж делать нечего. Тамара вдоволь насмотрелась сериалов и прекрасно знала, что отправлять дочь сейчас на аборт, потом вообще останешься без внуков. Пришлось быстро играть свадьбу. Этот умник еще хотел на съемную квартиру Олечку увезти. Из чего удумал? Поселила их Тамара с собой. Даже комнату большую им выделила. А ведь как она старалась, чтобы у дочки была другая жизнь. Сама Тамара чуть не вышла замуж за деревенского. Как он за ней ухаживал, какие слова говорил. Растаяла тогда Тамара и, не слушая родителей, стала жить вместе с Иваном. Все шло к свадьбе, но за неделю до свадьбы Тамару увезли на скорой. Оказалось, она беременна, и у нее открылось кровотечение. Дальше был кошмар Тамары. Она была в больнице, жених дома. Врачи сказали, что ей придется провести на сохранении много времени. Иван приходил, приносил ей фруктов и все спрашивал, выпишут ли до свадьбы. «Любимый», — говорила Тамара, — «нам придется все перенести. Меня точно не выпишут, да и жизнь нашего ребенка важнее, чем какие-то штампы в паспорте. Успеем еще расписаться. Пусть и не будет пышной свадьбы, но главное, мы вместе». Иван соглашался сквозь зубы. Она это не сразу заметила. Когда Тамару выписали из больницы, она была рада вдохнуть свежего воздуха и вернуться назад к мужу, в свою уютную квартиру. «Вань, ты говорил, что нашел вариант обмена квартиры. Я не знаю, сколько буду дома. Врачи предупредили, что, возможно, мне придется еще лечь на сохранение. Давай сейчас решим вопрос с обменом». «Так мы же не расписались», — сболтнул он. «А какая разница? Мы будем одной семьей». Тогда беременная Тамара думала только об устройстве семейного гнездышка, и ничего ей не показалось странным, пока она не услышала разговор жениха со своей мамой. Вот тогда она поняла, что ему просто хотелось устроиться в столице, чтобы она продала свою квартиру, потом они возьмут в кредит другую, а затем он разведется с ней и поделит имущество до рождения ребенка. Даже с учетом кредита Иван оставался в плюсе. В тот же вечер Тамара позвонила отцу, и он выставил неудавшегося жениха. А Тамара родила в срок прекрасную дочку Олечку. Ей был никто не нужен больше. Не верила она мужчинам. Хоть и ухаживали за ней, но она точно давала понять, что ей это не надо. Квартиру Тамара купила побольше, но без участия кого-либо. Работала много. Родители с Оленькой сидели и во всем помогали. А теперь дочка повторяет ее судьбу. Тамара вздыхала и запивала валерьянку чаем. Но тут она хотя бы будет рядом с ними. Она будет наблюдать и не даст дочку в обиду. И вот сегодня она опять видела, как зять пришел домой, поел приготовленную ей еду и сел за компьютер. «Дочь, и что этот твой опять в свои танки играет?» Недовольно ворчала Тамара. «Ты весь день с ребенком, дал бы тебе отдохнуть». «Мама, он стресс так снимает. Сейчас поиграет и пойдет Юлю спать укладывать», — щебетала дочка. «Хватит к нему придираться». Нет, не такой уж он и плохой был, этот Артем. Дверцы на кухне все починил и смеситель новый установил, не говоря уже обо всей прочей мужской работе. Но лучше жить со шкафами, которые не закрываются, чем смириться с тем, что дочь будет жить с этим приезжим, который позарился на их трехкомнатную квартиру. Еще и карьеру Оли поломал. Тамара всегда мечтала быть знаменитой, но не вышло. А вот у дочери был бесспорный талант. Оля и пела, и танцевала, но, как оказалось, самым большим ее талантом оказалось другое. В математике Оля разбиралась легко. Школьная программа была как семечки, и поэтому поступить на мехмат не составило труда. Впереди была магистратура и многие возможности. А теперь, после декрета ей только и светит работать бухгалтером в конторе, находящейся в подвале. Нет, все же плохой этот Артем. Очень плохой. А зять, казалось, даже и не замечает ее недовольства. Ходит,
Мама ее называет. Тоже еще мама ему нашлась, думала Тамара. «Мама, как вы вкусно готовите!» Хвалил он любую ее стряпню. Тамаре так и хотелось ему сказать, что в тарелке дочери котлета куда вкуснее, в ней отборное мясо, а его куриный фарш и хлеб. Она старалась вразумить дочь. Между прочим, другие за компьютером не просто так сидят, а деньги зарабатывают, заявила как-то Тамара, наливая суп на ужин дочери погуще, зятю пожиже. Вон, у соседки Любы сын программистом работает. А я тоже на программиста поступал, ответил Артем, откусывая от черствого ломтя хлеба, любезно подсунутого тещей. И кто только его учил с набитым ртом разговаривать. Вот деревенщина, откуда взяться хотя бы элементарным манерам. И что же не поступил? Усмехнулась Тамара. Да почему же? Поступил, ответил зять. А вот учиться не смог, отчислили меня. Прогуливал, кивнула Тамара. В танчики свои играл. Тут Тамара почувствовала свое превосходство. Вот то, что от нее скрывали. Стыдно им было признаться, поэтому и крутит баранку. «Ну, мама!» – вмешалась Оля. «Артем по ночам работал. Жить-то надо на что-то. Я ему говорю, чтобы он на заочное шел доучиваться, а он не хочет». «Понятно. Это же думать надо, а не баранку крутить», – заметила Тамара. Дочь шикнула, и Тамара гордо удалилась в свою комнату. Но больше, чем самого зятя, Тамара терпеть не могла его родню, которую видела всего раз на свадьбе, но этого ей хватило сполна. Поэтому, когда Артем, пряча глаза в пол, сказал Тамаре, что к ним на день приедут его родители, она чуть в обморок не упала. Этого только ей не хватало. «Пусть в гостинице заночуют», – бескомпромиссно заявила она. «Еще этих деревенских не хватает у них в квартире. И так, вон их сыночек живет». «Да я им тоже сказал», – проговорил Артем. «Но на ужин они хотели зайти, познакомиться поближе». Тамара только собралась сказать, что этому не бывать, как по обычаю вмешалась Оля. «Ой, как хорошо! Я пирог испеку и рулет куриный, а ты, мама, плов свой фирменный». Тамара вздохнула. «Ну как она может расстроить дочь? Молоко еще пропадет». «Ладно», – буркнула она, – «пусть заходят». Как Тамара и боялась, гости оказались громкими и грубыми, с собой ничего не принесли, даже подарка внучке, и все намекали, что цены в гостинице конские, а квартира у них вон какая большая. Но Тамара делала вид, что не понимает никаких намеков. Нет уж, с нее ужина хватит, а то вот так оставишь на одну ночь, а потом захотят еще. За ужином мать Артема, глядя, как Тамара накладывает ему плов, вдруг сказала: «Сватья, ты этому дармоеду много не клади. Он ест как не в себя. Мы его, как из детского дома забрали, так он только и делал, что ел, и не думал, что сестер своих объедает». Тамара растерялась и перевела взгляд с Артема на сватью, а потом на дочь. Судя по лицу последней, она тоже впервые такое услышала. «Ты мне об этом не говорил», – удивилась Оля. «Вот», – воскликнула сваха, – «неблагодарный он. Мы его растили, кусок хлеба от сердца отрывали, а он потом взял и сбег. Учиться, видишь ли, надумал. Но мы быстро из него эту дурь выбили. Напомнили, сколько денег в него вложили, а нам еще дочерей поднимать. Работать пошел. Вот мы одну выучили, а теперь вторую приехали пристраивать. Придется как-то самим справляться. Этот ведь, вон, женился, да еще ребеночка сделал. Ему, видишь ли, сейчас надо свою семью кормить, а мы как будто и не семья теперь». Ночевать гостей Тамара не оставила. Дождалась, когда Оля Юлю пойдет укладывать, и подозвала зятя. «Так ты что, значит, учиться бросил из-за того, что работать для этих пошел?» Она небрежно махнула рукой в сторону двери. «Мама, не думайте про них плохо», – попросил Артем. «Они меня усыновили, дом мне дали, кормили меня. Я до этого никогда не ел так вкусно». Он помолчал и добавил: «Но если честно, у вас вкуснее. Вы так хорошо для меня готовите». «А учиться поди сам не захотел?» – с подозрением спросила Тамара.
«Да хотел», — сказал Артем. «Но сначала сестру надо было выучить, а теперь вот у меня Олечка и Юля. Их кормить надо, а совмещать учебу с моим графиком работы просто невозможно. Вы же знаете». «Понятно», — протянула Тамара и ушла в свою комнату. В эту ночь сон к ней не шел. Вот, оказывается, как жил ее зять. Это ж, скорее всего, мальчишку взяли с детского дома, чтобы на огороде помогал, да работал для их родных дочек. Девочек они берегли, а Артема пинали везде, попрекая куском хлеба и напоминая, чтобы был благодарен им. С тех пор котлеты в тарелке зятя были такие же, как и у Олечки. А через неделю Тамара с безразличным видом как бы мимоходом обронила: «Артем, я договорилась, тебя возьмут к нам администратором. Компьютеры умеешь настраивать?» «Умею», – растерялся Артем. «Вот и отлично. Зарплата такая же будет, а времени больше. Поэтому у меня одно только условие. Я согласен», – перебил ее Артем. «На все согласен». «Ты восстановишься и продолжишь учиться», – закончила Тамара. Оля бросилась обнимать маму и с благодарностью произнесла: «Мама, ты у меня самая лучшая». «А готовить вы еще вкуснее стали», – признался Артем. Тамара пожала плечами и сделала вид, что ничего особого не произошло. Нет, не такой уж он и плохой был, этот Артем. А Артем на новой работе старался как мог, и это не осталось незамеченным. И когда он получил диплом, то уже работал начальником IT-отдела в главном офисе фирмы. Теперь они с Олей могли позволить себе купить квартиру, но он видел грустные глаза тещи, когда они это сообщили, и поэтому решили остаться жить с ней. Тем более Тамара уже ушла на пенсию и помогала с Юлечкой. Сегодня сидели всей семьей за ужином, праздновали повышение Артема и получение диплома. «Мам, а у меня для вас подарок», — сказал Артем и протянул конверт. Тамара открыла и увидела путевку в санаторий на месяц. Не выдержала она и заплакала. «Спасибо, сыночек. Я ведь никогда на море не была. А своим родителям тоже купил?» «Нет, им пускай дочери покупают, а мне надо заботиться о своей семье». Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Помните, что истории выходят не только здесь, но и на Рутуб. Всего вам доброго. До свидания.